548 год до нашей эры. Вавилония. Молодой аккадский купец решил продать свои товары в Вавилоне. И ему так понравился Вавилон, что он решил купить небольшой склад, чтобы было легче продавать товары. Денег ему хватало лишь на склад, равный 440 квадратным метрам. И он хотел, чтобы склад был такой формы. Спереди должна быть квадратная лавка, а темно-красная стенка должна быть в 2 раза больше, чем стенка квадратной лавки. Так будет лучше. А вот эта зеленая стена должна быть ровно 17 метров. Так какого же размера должна быть квадратная лавка, чтобы вся площадь составляла ровно 440 квадратных метров? Попробуйте сами помочь торговцу решить задачу. Начнем решать. Давайте напишем, чему равна общая площадь всего склада. Вся площадь состоит из площади квадрата и площади зеленого прямоугольника, и вместе они должны быть равны 440 метрам квадратным. Доведем данную фигуру до квадрата, чтобы узнать его сторону, а затем узнаем величину стороны x. Разрежем прямоугольник на 2 равных и переместим их так, чтобы было легче дополнить фигуру до квадрата. В пустом месте добавим синий квадрат 17 на 17 метров. Чтобы уравнение не изменилось и оно осталось правдивым, необходимо добавить 17 в квадрате к левой и к правой стороне уравнения. Это то же самое, что добавить 0. Х в квадрате плюс 2 раза по 17х равняется 440 метрам квадратным. А площадь синего квадрата равна 17 в квадрате. Сумма площадей оранжевой и синей фигуры составляют площадь большого желтого квадрата. Теперь же мы видим, чему равна сторона желтого квадрата. Она равна x плюс 17, а значит его площадь это x плюс 17, и все это в квадрате. Видно, что площадь желтого квадрата составляет площади красного, синего и зеленых прямоугольников. Так получается, что численное это одно и то же? Именно поэтому левую часть уравнения мы можем записать как площадь желтого квадрата. А то слишком длинно выглядело, согласитесь? Таким образом, x плюс 17 и все это в квадрате равно 440 плюс 17 в квадрате. А 729 это то же самое, что 27 в квадрате. Отсюда видно, чему равен x. X равен либо 10, либо минус 44. Но сторона не может быть отрицательной, поэтому нас устраивает ответ лишь 10. Заменив x на 10, убедимся, что ответ правильный. Равенство выполняется. По сути, задача уже решена. Осталось лишь нарезать фигуру так, чтобы получилась форма склада, нужная торговцу. Так, вот тут так повернем, тут вот так вот вверх кинем, так сложим. Вот, все, готово. Вот и новый склад. О, спасибо вам за хороший склад, мне так понравилось. В Вавилоне подобного рода задачи так и решали, только это было еще сложнее, так как еще не придумали даже буквенных выражений. Вот представьте все решение описывать словами. Это не описать словами. Поэтому в общем виде такие задачи в Вавилоне решать не умели. Попробуйте сами найти, чему равны корни квадратного уравнения общего вида. Благо теперь вам не надо все решение описывать словами, и оно будет довольно кратким. Вы можете вывести формулу для общего случая, и таким образом уже не надо будет вручную каждый раз дополнять выражение до полного квадрата. И каждый торговец, даже самый тугодум, сможет тупо подставить формулу числа и получить ответ. Совсем думать не надо будет. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока!